Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня хочу поговорить о теме, которая всех нас сейчас волнует. Это коронавирус. Разговариваю со многими знакомыми. У меня есть пациенты, которые мне звонят и спрашивают разные советы. Хочу сказать, что пока неизвестно, насколько серьезен этот вирус, да, то есть разделились мнения. Кто-то говорит, вирус несерьезный, просто паника, кто-то говорит, что да, действительно вирус серьезный, много людей заболевает, и есть люди, которые уже умерли. Почему некоторые люди переносят болезни, вообще любые болезни, легко, тяжело, об этом хочу поговорить. Значит, смотрите, зависит очень много от нашего иммунитета. И что такое иммунитет? Иммунитет — это клетки, которые расположены по всему нашему телу. Скопление этих клеток находится в лимфоузлах. Больше всего лимфоузлов находится в нашем кишечнике, как мы знаем. И поэтому для того, чтобы у нас был здоровый иммунитет, у нас должен быть здоровый кишечник. Значит, в китайской народной медицине легкие и кишечник взаимосвязаны. Это два парных меридиана. Значит, ну вот что, допустим, происходит? Например, вы заболели, и человек начинает принимать противовоспалительные средства. Противовоспалительные, например, такое как ибупрофен. То есть уже известно, что нельзя принимать ибупрофен, потому что он закисляет организм и вызывает раздражение кишечника, которое, значит, влияет негативно на весь организм. Также нельзя принимать антибиотики, потому что если вы будете принимать антибиотики не помогают при вирусной инфекции, только бактериальной. И если у вас будет последствия этого вируса, пневмония, то антибиотики вам уже не помогут. И вы знаете, когда человек принимает антибиотики, у него развивается резистентность к антибиотикам, то есть чем больше мы их принимаем, тем тяжелее нам будет переболеть каким-то заболеванием. Значит, вообще воспаление — это очистительная реакция организма, которая, ну это как огонь такой, который выметает все шлаки, все вирусы, все бактерии из нашего организма. Но главное, чтобы мы в этом огне не сгорели. Поэтому нужно обязательно принимать вот сейчас, если пока мы здоровы, нужно принимать различные меры профилактики. Значит, такие вещи, как противовоспалительные травы, например, ромашка, потом, допустим, имбирь, это корень, да, турмерик. Еще можно принимать, делать содовые ингаляции. Прополис — очень хорошая вещь. Можно купить водный раствор прополиса и закапывать его в нос. На интернете я смотрела, есть, то есть можно купить и пользоваться. Еще такая интересная вещь сегодня тоже увидела у доктора Агулова. Он рекомендует взять чеснок, выдавить в кулек или лук, и потом этот кулечек с чесноком и с луком вот так вот к лицу прислонить, привести и дышать. Фитонциды помогают тоже в борьбе с различными вирусами, ну и в частности с таким как коронавирус. Вот. Если вдруг уже вы заболели, это тоже интересная информация, тоже от доктора Агулова, поможет клизма с содой, а также клизма со свекольным соком. Вот, если кому-то интересно более подробно, могу прислать описание, что делать. Значит, укрепляйте кишечник. Очень важно в это время уменьшить глютен, хлеб, макароны. Это вызывает воспаление, уже доказано, и воспаление идет, ну, практически у всех людей есть реакция на глютен. Просто у некоторых она более выражена, у некоторых она менее выражена. Вот, значит, ну вот такие советы. И не поддаваться панике, не поддаваться страху, стараться, ну, радоваться. Вот. И если у вас есть вопросы, можете мне писать, я буду рада ответить. А также, как я помогаю вот моим пациентам, которые мне пишут и звонят. Вот. Надеюсь, что это поможет вам выжить в это трудное время.